Сегодня последний день моего путешествия в великолепную Италию, и я увижу самый романтичный город в мире. Я покажу вам, где тут можно недорого поесть. Вечером здесь можно покушать пиццу. Также мы с вами посетим малоизвестные острова поблизости. Здесь открылась психиатрическая лечебница, больница. То, что я вот туда прошел, это нельзя было делать. А в одном из домов я увидел бедную собаку, попавшую в беду. Ну что, надо спасать собаку. Это будет удивительный день. Я думаю, вы сразу догадались, что это за город. Да-да, это она. Город-сказка, город-мечта. Дорогие друзья, бонджорно. Мы в Венеции. Прекрасной, романтичной, красивой Венеции, городе на воде. Городе, в котором приятно находиться. Город, который мне очень нравится. Город, который я люблю. Город, в котором я чувствую себя счастливым. Город романтики. Город, где сбываются все самые немыслимые мечты. В городе музеи, по которым интересно гулять, бродить по его улочкам, фотографировать каждый пейзаж, который здесь открывается. Здесь всегда тепло. Сейчас октябрь, и удивительно, но стоит достаточно теплая погода в районе плюс 20 градусов. Я с удовольствием вам покажу этот город. Ну что же, как говорится, welcome very much to Venice. Мы в Венеции. Добро пожаловать! Ну и по старой доброй традиции старик Джузеппе начнет этот фильм. Давай, Джузеппе. Ну и еще разок. Италия. Страна солнца, истории и искусства. Это красота, которая просто завораживает. Венецианские каналы, величественные соборы и старинные площади. Север Италии – это гармония маленьких каналов, старинных улочек и высоких альпийских вершин. Давайте же насладимся каждым моментом, проведенным в этой удивительной стране. Утро в Венеции – это что-то необычное, когда рассвет только-только забрезжил, окутывая своим таким багряным светом горизонты Венеции. Люди только просыпаются, дворники работают, атмосфера спокойная, уютная. Вот именно такая Венеция дарит особенно яркие впечатления. Мы начнем нашу прогулку по Венеции с ее главного места, с площади Сан-Марко. Слушайте, мне кажется, только я один сумасшедший, кто гуляет по Венеции в одной рубашке. Посмотрите, все люди в куртках. Но если меня спросят, тебе не холодно, я скажу, что я из Финляндии. Как вам вот эта постройка красивая, посмотрите, с интересными рельефами. Не знаю, догадались вы, что это за сооружение, но сейчас вы поймете. Знаменитая 100-метровая кампанила на площади Сан-Марко. Эта кампанила очень старая, ей несколько веков, но в 1902 году, то есть чуть более 100 лет назад, она рухнула, и ее из камней, которые от нее остались, построили точно такую же заново. Видите часовую башню? Если вы не забыли, в городе Бреша я даже вам сказал, что там стоит почти копия вот этих часов, и даже мавры наверху, бьющие в колокол, а тут тоже имеются, как и там. Посмотрите, пожалуйста, на эти здания новых и старых прокураций. Прокурации были построены давно, и кое-что доделал Наполеон Бонапарт. Вот то, что вы сзади видите, дальняя стена, новые прокурации начинаются. Там были другие здания, палаццо, их Наполеон, но по его приказу они были снесены. А старые прокурации, вот эти, они давно стоят. Вечером здесь загорается шикарная подсветка. На соборе Святого Марка интересно рассматривать фрески, которыми он украшен. Больше всего на соборе Сан-Марко мне нравится вот это вот изображение. Посмотрите, пожалуйста, видите, что там изображено? Изображен момент, когда те мощи Марка были привезены сюда, в Венецию. И каким образом? Когда их украли из Византии, останки Марка, хотя, если честно, я сомневаюсь, что это были его останки. И мы видим момент, когда они проходили таможню, купцы венецианские, которые украли его. Ну, понятно, что были бы проблемы, если бы мощи Марка обнаружили. Вот эти вот люди в чулпанах на голове. И что
решили сделать купцы. Они положили останки Марка в глубокую корзину и завалили их свининой. А те люди, которые проверяли корзины, они были мусульманы, для них свинина — это что-то, нечто священное, как мы все знаем. Вот, и поэтому они так, видно, что брезгуя, так посматривают туда и говорят: проходите, проходите. Видите вот этих раз, два, три, четырех лошадок. Это так называемая квадрига, и это лошади, они тоже были украдены в ходе крестового похода из Византии. В свое время они украшали там ипподром. Сейчас они украшают собор Сан-Марко, но стоит добавить, что оригинал этих лошадей, он с 90-х годов хранится там внутри в музее, в музейной части. То, что мы видим, это, собственно, их точная копия. Дворец Дожей. Тоже одно из потрясающих строений Венеции. Видим, какие на нем красивые аркады, красивые вот эти арки, колонны, капители. И, кстати, капители на этом дворце Дожей, или как его называют в Италии, Палаццо Дуккале. Эти капители очень интересные, и они все, во-первых, они все разные. И на каждом из них вот так по кругу изображено несколько изображений. Это могли быть какие-то фрукты, овощи, события из жизни. В каждом городе есть свои городские сумасшедшие, и в этот раз мы видим такого человека в Венеции. Что он делает? Советую вам, если вы приехали в Венецию на несколько дней, не полениться встать рано-рано утром, когда еще темнеет, и увидеть совершенно иную Венецию. Проснулся я сегодня довольно рано, в 5 утра, и поэтому совсем ничего не завтракал. А кушать я буду вот в этом кафе. Что может быть лучше утреннего кофе с круассаном, особенно если вы в Венеции. Я сейчас попробую здесь местный капучино. Уверен, что это вкусно. Собственно, я уже не первый раз в этом заведении. Это пиццерия Фарини. Днем, вечером здесь можно покушать пиццу. Огромный выбор пиццы. А утром вместе с кофе, чаем или каким-то другим горячим напитком можно скушать круассаны. Огромный выбор круассанов с джемами, с кремами. Я выбрал круассан именно с каким-то джемом шоколадным и посыпанный ванилью. Я думаю, это будет очень и очень вкусно. Так что доброе утро. О, вкусно. Всем вам знакома вот такая Венеция. Гондолы, каналы, мостики и пошарпанные дома. Любой, кто направляется в Венецию, хочет он этого или не хочет, но он приезжает через этот город Местре. Точнее, это было раньше действительно отдельным городом. Сегодня это район Венеции. А Венеция — это не только туристическая часть, где Гранд-канал, Сан-Марко площадь и прочее. Это еще и несколько других районов, которые расположены на материковой части Италии. Местре славится именно своей атмосферой, что здесь много иммигрантов, много людей разных национальностей. В районе ЖД вокзала достаточно опасная даже зона, особенно по вечерам, потому что контингент, который там шатается в это время, он не вызывает доверия. Но стоит сделать несколько шагов, и вы вот в такой вот красоте. Тут находится замечательная башенка с часами, на которые можно забраться. Довольно огромное количество красивых зданий, которые носят историческую ценность. Как видите, Местре не такой уж и страшный город, и в нем вполне себе приятно находиться. Конечно, рядом с вокзалом не самая лучшая обстановка, но если вот дойти или доехать до центра, то можно увидеть вот такую красоту, которая как раз сзади меня. Местре называют воротами Венеции, потому что отсюда можно добраться до Венеции на автобусе, на машине, на велосипеде, на трамвае. Если кто не знал, что да, в Венецию ходит трамвай. Можно сесть в трамвайчик, 10 минут, и ты на площади Пьяццоле Рома, рядом с ЖД вокзалом, с церковью Сан-Симеон-Пикколо и с другими известными достопримечательностями.
И вот впереди снова она, прекрасная Венеция, где меня ждет еще очень-очень много всего интересного. И вот я снова здесь, и первым делом отправляюсь в то место, что сами венецианцы, согласно недавнему опросу, считают лучшим местом во всем городе. Я неоднократно видел это строение издалека, и вот теперь впервые стою рядом с ним. Это место выглядит весьма спокойно, но когда-то именно отсюда управлялась морская мощь Великой Венецианской Республики. Это арсенал Венеции. Основан он был еще в 12 веке и считается первой в мире крупной военной верфью, настоящим прототипом современного завода. Здесь создавали корабли серийно, почти как на конвейере, и в свое время мастера арсенала могли строить один полностью оснащенный военный корабль всего за один день. Невероятная скорость для средневековья. И вот на пике могущества здесь работали до 16 тысяч человек. Плотников, кузнецов, художников. Арсенал был секретным объектом, и доступ посторонним строго запрещался. Ведь именно здесь рождалась морская сила, которая сделала Венецию хозяйкой морей. Сегодня это тихое, почти музейное место, но стоит только представить шум молотов, запах смолы и крики мастеров, и словно возвращаешься в ту славную эпоху, когда Венеция действительно была морской империей. У ворот арсенала, словно охраняя его, стоят каменные львы, немые стражи Венецианской республики. Эти львы – символы власти и силы. Одни были привезены из Греции после военных походов, а другие созданы местными мастерами. Самый знаменитый из них – так называемый Пирейский лев. Когда-то он стоял у Афинского порта, а позднее оказался здесь, перед арсеналом. Неподалеку, под аккомпанемент местного аккордеониста, юная девушка поет популярную итальянскую песню. Сейчас я нахожусь на своей любимой улице Венеции, называется она Виа Гарибальди. Интересно, что улица Венеции всего одна, и вот это она. Я сейчас объясню почему. Изначально это был канал, где протекала река, но с приходом Наполеона, по его же, собственно, приказу, канал засыпали, сделали вот такую вот улицу пешеходную, вот она уже 200 лет как пешеходная, поэтому это единственная улица в Венеции. Здесь всегда шумно, я здесь обычно был по вечерам, а сейчас день, и днем эта улица такая же шумная. А еще в конце этой улицы такая аллея, парк, названа в честь Джузеппе Гарибальди. Там стоит памятник, там же на этом памятнике еще есть лев, с обратной стороны солдат, но это история, она немного спиритическая. Но я люблю это место, знаете за что? Потому что там, вокруг этого памятника, круглый фонтан расположен, и в этом фонтане плавают настоящие живые черепахи. Вы знаете, Венеция вся прекрасна, но это, по-моему, самое лучшее, что в ней есть. Смотрите, там вот черепахи, а вон там еще какие-то оранжевые рыбы большие. Еще несколько черепах на камнях сидит. Я их даже сразу и не заметил. Если бы я жил в Венеции, я бы сюда каждый день приходил. Я двигаюсь дальше, в глубины Венеции, туда, куда обычно не доходят туристы. Я нахожусь в одном из двориков района Кастелло, который является моим самым любимым районом Венеции. И хочу сказать, что вот именно такую Венецию я люблю. Тихую, размеренную, спокойную, где нет этого бесконечного сумасшедшего потока туристов, а только тишь да благодать. И голубь. А еще в Венеции обязательно нужно заблудиться. Впрочем, заблудиться в Венеции нетрудно, особенно если приехал первый раз или плохо знаешь город. Но даже если вы хорошо знаете этот город, вы, блуждая по каким-то незнакомым улочкам, а такие здесь всегда найдутся, то обязательно найдете что-то интересное. Вот я, например, блуждал и набрел на такой вот симпатичный дворик. Называется он Корте дель Поззо Роверсо. Потрясающее место, смотрите, какие тут интересные ступеньки, какая атмосфера, и никого нету.
и очень красиво, так что обязательно заблудитесь в Венеции. Вот такая вот непредсказуемая Венеция. Идешь себе, и раз какие-то ворота просто посреди вот у неприметных улочек и дворов. Непонятно, как они здесь оказались. Может быть, кто-то из вас знает. Я буду очень рад, если вы в комментариях напишите, что это за ворота. Смотрите, колонка. Ну, таких колонок много в Венеции. А вот бидон, этот бидон уникален. Он никогда не наполнится. Мне вспомнилась процедура из детства, когда надо пописать баночку, чтобы сдать анализы. Какая-то часть этого обязательно не попадала в место назначения. Смотрите, какое прекрасное место. И самое главное, никого нету. Почти никого. Никогда не знаешь, что ожидает тебя в следующую минуту твоей жизни. Вот и у меня произошел совершенно неожиданный случай. Друзья, со мной только что произошла история, которую невозможно придумать. Это просто какой-то мини-фильм. Короче, иду я по улочке и слышу шуршание на балконе. Шуршание, смотрю, а там собака. Она засунула голову в пакет с едой. Не могла вынуть. И такой еще решетчатый балкон. Ее лап периодически проваливались в эти решетки. Она падала, кое-как выбиралась, вставала. Вы как раз на видео можете увидеть сейчас собаку, которая пытается в конвульсиях снять с себя этот мешок. Я пытался позвать, кого-то окликнуть, никто не выходил. Там был звонок, я позвонил, много-много раз звонил в дверь, никто не открывал. Уже начали подходить какие-то люди, сперва не смеялись, но потом увидели, что вдумались в то, что произошло, перестали смеяться. Ну что, надо спасать собаку. Я полез на эти решетки, которые там, окно на первом этаже, и кое-как сорвал этот пакет с горем пополам и спас таким образом собаку. И мне кричали «Брависсимо», «Браво», хлопали, это было очень приятно. Короче говоря, чудесное спасение собаки из мешка для корма произошло успешно. Ура! Тем временем жизнь Венеции протекает в своем привычном ритме, причем в стороне от туристических троп очень даже тихо и спокойно. Мы видим памятник знаменитому итальянскому военачальнику, который жил в 15 столетии, Бартоломео Каллеоне. Он был очень богатым и в завещании указал то, что он хочет завещать все свое огромное богатство городу. И, конечно, властям города очень хотелось, ну не то чтобы его смерти, наверное, хотя кто их знает, власти они такие. Хотелось получить это, и они были этому рады, но он поставил одно условие, что памятник ему будет установлен на площади Сан-Марко. Ну, как бы приняли эту просьбу, вот он в итоге умер. Но по правилам на пьяцца Сан-Марко запрещено ставить памятники каким-то другим деятелям, кроме священнослужителей. И в итоге памятник поставили тоже на выдающееся место, вот рядом с церковью Сан-Джованни Пауло, святого Иоанна и Павла, что тоже является, пускай и не согласно завещанию этого полководца и военного деятеля, но все же место достаточно уважаемое. Поэтому трудно рассудить, кто здесь прав, кто виноват, но в итоге памятник, красивый памятник, один из самых красивых в Европе или, может быть, даже в мире. Конный памятник вот как раз здесь, на этой площади. Я сейчас выхожу на улицу Руга Джуффа, так она называется. Руга — это такое старое название улицы по-итальянски, а Джуффа — это город в Армении, армянский город, и в этом месте в Венеции была когда-то армянская община, одна из самых древних иноязычных общин в Венеции. Ну, кстати сказать, один из островов Венецианской лагуны, тут недалеко от площади Сан-Марко, он называется Сан-Лацарио-дель-Армении, что переводится как армянский остров. И мы давайте тоже его посетим и посмотрим, как жили армяне в древнюю пору здесь, в регионе Венето. Я сел на кораблик Вапоретто и двигаюсь в сторону армянского острова, где меня ждет масса впечатлений. Марина Хагман, если ты сейчас смотришь этот фильм, то эта часть специально для тебя. И вот я на острове Сан-Лазаро-дель-Армении. Сразу при входе, при въезде, когда сюда подъезжаешь, замечаешь надпись на армянском языке и понимаешь, что попал совершенно в другой мир, прямо в сердце армянской культуры посреди Венецианской лагуны. Когда я смотрелся, я увидел много армян, которые заходили и выходили с острова.
поразительно, этот остров, это место живет своей историей и традициями. В 1717 году армянский монах по имени Мехитар основал здесь монастырь, который стал центром армянской науки, культуры и искусства в Европе. И также здесь бывал лорд Байрон. Он жил здесь, изучал армянский язык. И интересно представить, как он ходил по этим же дорожкам, писал свои заметки. И сам монастырь, конечно, тоже впечатляет. Его колонны, бортики, внутренние дворики. Все это вместе создает такую атмосферу спокойствия, торжественности. Удивительное место, хоть и монастырь, но этого совершенно не чувствуется, такой, как маленький райский парк. А еще знаете, что подумал? Но это только не говорите никому. По-моему, то, что я вот туда прошел, это нельзя было делать. Сейчас объясню. Ну вот даже можете сами набрать армянский остров Венеция, как туда попасть. И вот в чат GPT вбить этот вопрос подобный. И он вам напишет, что туда нельзя попасть просто так, только в рамках экскурсии. И в этот момент проходила какая-то экскурсия. Ну, я не специально, но, возможно, я просто случайно попал именно в этот момент, когда они выходили, и было интересно посетить это уникальное место. Посмотрите, какие здесь растения. Пальмы. Я, к сожалению, не очень силен в растениях. Ну, пальмы я всегда узнаю. Очень красиво. Правда? Сейчас я отправлюсь на соседний остров, вот его видно, и посмотрим, что интересного можно увидеть там. Посмотрите на этот уникальный остров. Остров, где можно услышать тишину, называется он Сан-Серволо. Маленький, но тут столько историй, что просто диву даешься. С 9 века здесь был Бенедиктский монастырь. Представьте себе монахов в длинных таких рясах, тихие кельи, вокруг свечи. А потом, века спустя, остров превратился в военный госпиталь, где лечили солдат и раненых. В 19 веке здесь открылась психиатрическая лечебница, больница, и остров стал центром психиатрии во всей Венеции. Звучит, конечно, слегка жутковато, но именно здесь разрабатывались первые методы лечения душевнобольных людей. А знаете, во что все это сейчас превратилось? Здесь находится музей и кампус Венецианского университета. Я покидаю остров Сан-Серволо, и меня снова ждет прекрасная Венеция. Отплывая от островов и возвращаясь в город на воде, я будто перемещаюсь между двумя мирами. Позади тихие и неторопливые острова, а впереди несмолкаемый гул туристической Венеции. Пока Вапоретто скользит мимо величественных палаццо, я мысленно возвращаюсь к своей трехдневной Одиссее. За это время я успел побывать в 8 городах Италии, каждый из которых меня по-своему удивил и поразил. Это были 3 насыщенных дня и невероятное количество ярких впечатлений. И вот последний вечер в Италии. Прежде чем попрощаться, я хочу еще раз увидеть вечернюю Венецию, пройтись по ее набережным, увидеть, как свет фонарей растворяется в воде и почувствовать ее неповторимую романтическую атмосферу. Друзья, вы знаете, что в Венеции есть всего лишь одна настоящая площадь. Это Пьяцца Сан-Марко. Пьяцца переводится площадь. Больше в Венеции нету пьяцца, хотя в других городах Италии этих пьяц может быть как нерезанных собак. Все остальные, то, что можно назвать площадями, как вот, например, это уже кампо. Кстати, кампо — это от слова поле. Это значит, что раньше когда-то все эти кампо, все эти маленькие площади были покрыты травой, в том числе и это. На некоторых из них даже были какие-то бои быков. Мы сейчас находимся на кампо, на который я, по-моему, никогда не был. Довольно-таки красивая кампо, называется она Кампо дал Орио. Здесь такая какая-то церковь стоит, красивая такая, с закругленными формами. Здесь интересные здания, как всегда, но больше всего мне понравилась атмосфера. Боев быков здесь мы не увидим, но мы увидим здесь небольшую ярмарку. Играет довольно громкая музыка современная, играют дети, играют в футбол, пускают мыльные пузыри. Очень веселая и непринужденная атмосфера. Меж тем, цвет неба становится все более красочным, и Венеция начинает выглядеть еще более сказочной.
Любуясь окружающей меня романтикой, я с грустью понимаю, что заканчивается как моя прогулка по Венеции, так и все мое путешествие. В Венеции всегда красивейшие закаты, но сегодня просто что-то невероятное. Знаете, дорогие друзья, что самое худшее в Венеции? Это то, что с ней всегда надо расставаться, всегда надо прощаться. Это мой 5-й визит в этот город. Удивительно, но я еще не все в нем посмотрел, поэтому есть повод вернуться. Ну а с вами я хочу попрощаться, сказать вам спасибо за то, что посмотрели. Это мое путешествие, это видео про Венецию. Очень вы меня поддержите, если вы поставите лайки, напишите какие-то комментарии, свои отзывы. Также, если у вас есть возможность каким-то образом сделать благодарность, это будет в плюс моему каналу. Ну а Венеция, как всегда, занимает первое место в моей жизни, и я сюда обязательно еще вернусь. В заключение я хочу добавить, что это были удивительные 3 дня прекрасной Италии, которые я никогда не забуду.